Из Нагои я выехал в 7:30 утра. Погода стояла просто шикарная, так что было даже немножко жаль уезжать, так мало погуляв по этому городу. Но в этот день меня ждала очень насыщенная программа из мест, погружающих в историю Японии. И первой остановкой был город Такаяма в префектуре Гифу. Прямой поезд туда шел 2,5 часа. Дорога постепенно углублялась в горную местность, так что пейзажи за окном радовали очень сильно. Хотя пару раз ловил себя на мысли, что еще с большим удовольствием покатался бы по серпантинам в этих горах на мото, с остановками на съемки дроном. Но вернемся к городу Такаяма, или, как его иногда называют, Хида Такаяма, чтобы не путать с тезками в других регионах. Это довольно популярное туристическое направление, причем похоже, что очень популярное. На станции Такаяма творится какой-то ахтунг. Очередь стоит аж оттуда, прямо реально от лифта, может даже больше. Все хотят уехать. Итак, у меня 2 часа в городке Такаяма. Стыковка между поездом и автобусом до Широковаго. И Такаяма сам по себе является довольно интересным туристическим городком. Его рекомендуют как город с таким флером средневековой Японии. Поэтому 2 часа как раз есть что поделать. Пошел гулять. Посмотрим. Все дело в том, что Такаяма – один из немногих японских городов, сохранивших настоящий традиционный колорит. Во времена феодализма это место приобрело значение как источник высококачественной древесины и отличных плотников. Благодаря этому город перешел под прямое управление сёгуна, что с учетом отдаленного горного расположения способствовало его процветанию. Современное отражение этой истории – район Саммачи или Самати, расположенный на правом берегу реки Миягава. Это так называемый старый город, кварталы Такаяма времен эпохи Эдо, период с 1603 по 1867 год. Их даже называли «маленьким Киото» за свою историческую живописную привлекательность, напоминающую район Гион в Киото. Я, кстати, читал по пути, что Такаяма известна своими плотниками. Я уж не знаю, в прошлом или настоящем, но я думаю, что вся фишка как раз именно в старых улицах и вот этих деревянных домах из темного дерева. Самый смак этого места – 3 улочки, идущие параллельно реке. Камичино-мачи, Каминино-мачи и Камисано-мачи. Вдоль них по всей длине расположены традиционные здания с деревянными дверями, решетчатыми окнами и стенами из серого камня. Такими, какими и были в эпоху Эдо. Хотя, конечно, уже с современным наполнением. Но, как говорится, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так что предлагаю просто пройтись по этим улочкам без каких-либо комментариев. Ух ты.
С билетом на автобус в Сиракавагу мне повезло. Урвал последний еще утром, когда сюда приехал. Так что после Такаямы еще больше погрузился в горы. Сиракавага и Гакаяма – это горные районы в долине реки Сигава, известные своими традиционными сельскими домами Гасе-дзукури. В 1995 году их даже включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Гасе-дзукури означает «сложенные в виде молитвенных рук», так как крутые соломенные крыши этих домов напоминают сложенные в молитве руки буддийских монахов. Данный архитектурный стиль формировался поколениями и позволяет выдерживать большое количество снега, выпадающего зимой в этом регионе. Я приехал в деревню Огимачи, самую известную деревню района Сиракавага. Здесь у меня опять была пара часов, чтобы погулять, увидеть эти дома вживую. Кстати, некоторым из них более 250 лет. И есть такие, в которые можно заглянуть внутрь. Дом Вада – это самый большой фермерский дом в Сиракавага. Он был построен в конце эпохи Эдо и отражает богатство и статус семьи Вада, которая на протяжении веков была здесь крупнейшим землевладельцем, а ее члены занимали наследственную должность деревенского старосты Нануши. Семья сколотила свое состояние на производстве и торговле селитрой, нитратом калия, важным ингредиентом пороха, а со второй половины 1800-х годов на производстве шелка. Кстати, как раз одним из отличий домов в стиле Гасе-дзукури от других традиционных японских домов является то, что чердаки использовались в качестве рабочих помещений. Основным промыслом для местных жителей было производство шелка. Большие чердачные пространства обычно делились на 2-4 яруса и использовались для разведения шелкопряда. Особенностью Сиракавага является то, что здесь выпадает невероятно много снега. Его толщина к весне составляет от 2 до 3 метров, рекордный показатель 4,5 метра. Поэтому вопрос устойчивости крыш к такому количеству осадков был очень важен. Но на самом деле фокус не только в форме крыш. Дома обращены на север и юг, чтобы учесть преобладающие ветра в Сиракавага. А заодно это позволяет контролировать прогрев крыш от солнца и обеспечивать прохладу летом и тепло зимой. Что касается туризма, здесь можно провести целый день. Вокруг есть несколько пешеходных маршрутов, в том числе со смотровыми площадками на возвышенностях. В самой деревне достаточно сувенирных лавок и кафе, и есть даже несколько гестхаусов, чтобы остановиться на ночь. Главный вопрос – это какой сезон выбрать. Но не уверен, что есть время, когда здесь мало народа. Но пора ехать дальше. Очередной автобус еще выше в горы, в район Гокаяма.
Там есть еще пара известных деревушек в том же стиле, что и Огимачи. Суганума и Айнакура. Суганума вообще крошечная, и я ее проехал мимо. А вот в Айнакуре решил прогуляться. Она поменьше, чем Огимачи в Сиракавага, но оказалась более заснеженной и почти без людей. Хотя последнее возможно просто потому, что близился вечер, и у меня был всего час до последнего автобуса, который шел в городок Нанто на севере. Но как бы то ни было, в Айнакуре я реально кайфанул от всего этого местного колорита, гор и спокойствия. А эти крыши в пол вообще класс. Да, у меня лично соломенные крыши этих домов вызвали немного другие ассоциации, нежели сложенные в молитве руки. Это же просто перевернутые книги. Но пришло время покинуть эту сельскую библиотеку. Из Нанто меня еще ждала пара поездов до Тоямы, города на берегу Японского моря. Всего поездами и автобусами я накатал 315 км за день. Но историческое погружение в прошлое на 250 лет прошло отлично.